Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня мы будем изучать русский в театре. Да, друзья, вот это театр Колумба, который находится в городе Буэнос-Айрес. Мы сейчас в Аргентине, в Буэнос-Айресе, и сегодня у нас вечер культуры, или культурный вечер, или культурная программа. Культурная программа, потому что мы идем в театр. Я немного расскажу про сам театр, затем покажу вам части театра, как он выглядит. И, конечно, мы пройдем внутрь и посмотрим, как он выглядит изнутри, каков интерьер в этом театре. Ну и расскажу вам, что мы будем смотреть и слушать сегодня. К сожалению, я не учел один момент. Я не учел, что когда начинается опера, а мы сегодня идем на оперу, то уже поздно и темно. И поэтому я не уверен, насколько изображение будет качественным, насколько камера позволит снимать в темноте. Но в любом случае, вот он, театр, там уже стоят люди уже заходят. Осталось 30 минут до начала представления. Мне надо спешить. Но я хочу рассказать вам про историю этого театра. Середина 19 века. В Аргентине, как и в остальном мире, как и в других странах, опера очень популярна. И стране нужен оперный театр, потому что огромное количество разных опер ставится в разных театрах, в других театрах Буэнос-Айреса, но нужен новый современный большой театр. И этот театр открывается в 1857 году. И открывается он с оперы Джузеппе Верди «Травиата». С Джузеппе Верди начинается открытие этого театра. Это, кстати, самый известный, самый большой, наверное, лучший театр Буэнос-Айреса. Но в Буэнос-Айресе много и других театров. Честно говоря, я еще не был в этом театре, поэтому мы с вами в первый раз пойдем в этот театр вместе. Я был в других театрах, но, насколько я понимаю, это главный театр Буэнос-Айреса и Аргентины. Так вот, через 30 лет этот театр перестраивают, то есть вносят какие-то изменения, улучшают его, и он снова открывается в 1908 году. И он открывается с оперы, снова с оперы Джузеппе Верди, с оперы «Аида». И как раз сегодня так совпало, что мы идем слушать оперу «Аида». Это опера о любви, опера такая довольно трагическая, о любви Аиды. Это дочь эфиопского царя, а в то время Эфиопия воюет с Египтом. И любовная драма происходит между дочерью эфиопского царя Аидой и полководцем египетских войск Радамесом. То есть между Аидой и Радамесом люди, страны которых воюют, между ними возникает любовь. И вот об этом и поется в этой опере, которую, я надеюсь, мы сейчас пойдем и сможем послушать. Кстати, в театре Колумба выступали и российские, советские звезды. Например, Федор Шаляпин, оперный певец.
Здесь был Игорь Стравинский, это известный русский композитор. Здесь танцевала балерина Майя Плисецкая, ну и остальные звезды русской культуры. Кстати, а другая сторона театра, она выходит на улицу 9 июля. Вот эта улица 9 июля. И, насколько я знаю, я слышал, что это самая широкая улица в мире. В каком-то месте она достигает, по-моему, 140 метров в ширину. Можете посмотреть, да? Вот она, вот так вот, туда. Вот посмотрите, какая широченная улица. И на ней стоит главный символ Буэнос-Айреса – это обелиск. Давайте чуть-чуть поговорим про Джузеппе Верди. Это автор, композитор, итальянский композитор, который написал огромное количество разных опер. И он родился в 1813 году. И есть один факт, который мне очень нравится. Он родился в маленьком городке, или даже, может быть, деревне, рядом с городом Парма в Италии. И он учился музыке и хотел поступить в Миланскую консерваторию. То есть в консерваторию в городе Милан. Он пытался туда поступить, но его туда не приняли. Он не смог поступить в эту консерваторию. Но ирония судьбы в том, что через год после смерти Джузеппе Верди консерваторию в Милане стали называть именем Джузеппе Верди. То есть он не смог поступить в консерваторию, но консерватория стала носить его имя. Представляете? Такая ирония судьбы. То есть можно понять, насколько это важная фигура для итальянской культуры, ну и вообще для культуры всего мира. Мне сказали, что заходить нужно не с этого, с главного входа, а заходить нужно вот здесь сбоку здания. Сейчас я иду туда, и я в предвкушении, друзья, я очень давно не был вообще в театре, в таком крутом театре я не был очень давно. В общем, я в предвкушении. Так, я вошел. Мне сказали подняться на 4-й этаж. Это, наверное, какой это этаж? Это, я не знаю. Ладно, наверное, это 2-й. Поднимаемся. Я в предвкушении. О, смотрите, какой балкон. Давайте выйдем на балкон и посмотрим. Посмотрим вид с балкона. Классно. Вот это как раз проспект 9 июля, про который я вам говорил. Красота. Но нужно искать мое место, потому что осталось 5 минут. Так, здесь у нас кафетерия. Но мне там ничего не надо. Мне нужно только зайти в туалет и потом попытаться найти свое место. Боже мой, вот оно, оба-на! Вот это да! Вы посмотрите, какая красота! Боже мой!
función está dedicada con todo nuestro cariño a la memoria de Enrique Quique Bordolini. Quique fue mucho más que el director escenotécnico del Teatro Colón. Su vida profesional y su pasión estuvieron siempre ligadas a esta casa. Desde sus primeros pasos... Ну что, друзья, первое действие закончилось. Сейчас антракт, то есть перерыв, 20-минутный перерыв. Какие у меня впечатления, какие у меня эмоции? Честно говоря, мне очень нравится. Мне нравится и хореография, мне нравится, как оркестр исполняет исполнение оркестра, музыка, мне нравятся и костюмы, и декорации. Я не какой-то большой знаток оперы и вообще не так часто бываю в театре, но мне очень нравится. Мне очень нравится. И интересный момент, что есть субтитры на испанском языке, потому что опера исполняется на итальянском языке, и идут субтитры на испанском. И это помогает мне понимать, о чем поют, о чем поют вообще в данный момент, да? О чем поют, что происходит. Но вообще, конечно, нужно читать либретто, то есть нужно читать, так сказать, краткое содержание оперы, чтобы понимать, что происходит, потому что не всегда все понятно, даже если ты понимаешь субтитры, поэтому, конечно, лучше знать сюжет оперы. Я его тоже прочитал, поэтому в целом я понимаю все, что происходит, и могу наслаждаться и оперой, и сюжетом, и вообще атмосферой. Атмосфера просто потрясающая. Что ж, друзья, вот и закончилась эта прекрасная опера. Мне очень понравилось, особенно в конце, когда хор голосов поет «Предатель! Предатель!». Ух, просто вот очень трогает, глубоко трогает. Но сейчас мне пора ехать домой. Дождь начинается, да уже идет дождь, собственно, идет дождь. И я сейчас на метро поеду домой. Вроде бы метро должно работать. Сейчас 11 часов 15 минут. Я думаю, что метро работает. Только надо найти вход. Что ж, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Вы смогли выучить несколько интересных слов, попрактиковать аудирование. Если хотите получать транскрипции для моих видео, для моих подкастов и разные дополнительные материалы для практики, подписывайтесь на membership-программу и до встречи в следующем видео. Чао!